Борьба за власть и общественные процессы в СССР в 30-е годы. Первая римская. Борьба за власть в 29-34 годах. Первая арабская. Платформа Сырцова, платформа в кавычках. Второе. Группа Смирнова. Третье. Группа Скрипника. Второе римское. 17-й съезд ВКПБ и его решения. Убийство Кирова 1 декабря 1934 года. Третье римское. Чистка под руководством Ягоды. Четвертое. Новая Конституция СССР, 1936 год. СССР-социалистическое государство рабочих и крестьян. Первое. Процесс по делу о, кавычки, параллельном антисоветском троцкистском центре. Наиболее важные фигуранты. Это в скобках. Пятаков, Сокольников, Радок. Второе арабское. Процесс по делу антисоветской троцкистской организации в Красной армии. В скобочках. Наиболее важные фигуранты. Тухачевский, Якир Убаревич. Репрессии в армии. Третье. Чистка в наркомате иностранных дел и разведорганов. Четвертое. Процесс по делу, кавычки, антисоветского право-троцкистского блока. Наиболее важные фигуранты. Бухарин, Рыков, Ягода. Пятое. Первая массовая депортация по этническому принципу. 200 тысяч корейцев с Дальнего Востока переселили в Среднюю Азию. Шестое, в кавычках. Бериевская оттепель, в кавычках, естественно. Борьба с ежовскими перегибами и новая чистка, 1939 год. Седьмое римское. 18-й съезд ВКПБ, март 1939 года. Восьмое римское. Операция «Утка», убийство Троцкого, 1940 год. Девятое римское. Бюрократизация партии, установление полного партийно-государственного контроля над всеми сферами жизни, начало активного роста социального неравенства между верхами и низами в СССР. А никому не приходит в голову одно произведение нашего знаменитого детского писателя, где фактически, просто мы не смотрим обычно на это произведение под этим углом, где впервые просто показано, как в советском обществе, даже уже на уровне детей, в 1939-1940 году шло активное расслоение. Никому не приходит в голову. Ну, а? Да нет, я Степа какой-то, ну что вы. Подсказка. Аркадий Гайдар. Какая вещь? Кто вообще читал Аркадия Гайдара? Поднимите руку. Что читали Аркадия Гайдара? Что? Я именно это имею в виду. А что, кроме Тимура и его команды, что еще читали? Как его? Так, кто читал, кто помнит? Значит, вообще Гайдар — это очень интересный, Аркадий Гайдар — очень интересный социальный, так сказать, писатель. И когда нам говорят про его внука Егора Гайдара, Егор Гайдар реально не имеет никакого отношения к Аркадию Гайдару. Дело в том, что Аркадий Гайдар, когда женился на своей жене, у нее уже был ребенок, которого они потом переназвали Тимуром. И вот Егор Гайдар — это его сын. То есть это, так сказать, родственного отношения Егор Гайдар к Аркадию, так сказать, не имеет совершенно никакого. Так вот, Аркадий Гайдар начинал с очень интересных вещей. РВС, то есть Революционный военный совет, школа, на Графских развалинах. Есть фильм, кстати, потрясающий, хороший советский фильм «На Графских развалинах», очень рекомендую. «На Графских развалинах» — это советская версия Том Сойер и Геккельбери Финн. Это мальчики из низов там и так далее. А вот Тимур и его команда. Кто помнит, Тимур, он, так сказать, вот из какой семьи? И почему Тимур разъезжает на мотоцикле? Потому что мотоцикл в 1939-1940 году — это как Роллс-Ройс сейчас, или, так сказать, по Бентли. А почему у Тимура оказался мотоцикл, на котором он ездит? Это что такое? Тимур из какой семьи вообще? Перечитайте эту вещь. Кстати, Гайдар очень интересно начинал вот как писатель, чьи герои простые, так сказать, ребятишки. А, кстати, кто отрицательный персонаж в Тимуре и его команде? Там есть отрицательный персонаж детский в Тимуре и команде или нет? Так, кто у нас Тимура и его команду читал? Вы? Кто там отрицательный персонаж? И с кем враждует Тимур? И почему? А помните, там такой был Мишка Квакин. Это такой, так сказать, предполагалось, что это хулиган, но это на самом деле обычный парень из простой семьи. И вот если Гайдара читать под углом социальным, то там очень хорошо показаны изменения в обществе. Гайдар очень серьезный социальный писатель. Он на самом деле не детский писатель. Он на детском материале объяснял очень интересные вещи.
Значит, это план нашей, так сказать, темы. Значит, после триумфа 29 года, когда был повержен Бухарин, казалось, что сопротивление Сталину невозможно, что он победил всех своих противников, но сопротивление пришло сразу с 4 сторон. Первая группа, которая начала работать против Сталина, это была группа под руководством членом ЦК Сырцова. У Сырцова была та же платформа, что и у Бухарина, но методы были другие. Он считал, что Сталину нужно лишить верховной власти, упразднить пост генерального секретаря. И вот эта группа Сырцова, Ламинадзе и Шацкина, это было 3 человека, она была раскрыта, их вывели из состава ЦК, но это было еще такое вегетарианское время, все были связаны клятвой не лить кровь большевистского руководства, народа, ради бога, руководства нет. И их вывели из состава ЦК, освободили от занимаемых должностей и перевели на работу в провинцию. Следующая группа, которая бросила вызов Сталину, это была группа Смирнова. Смирнов – это старый большевик, который раньше не входил в никакие оппозиции. И Смирнова поддержали видные участники гражданской войны Эйсмонт и Толмачев. Значит, требования у них были простые. Пересмотреть однобокий курс индустриализации, распустить колхозы и совхозы, реорганизовать ОГПУ и поставить его под власть закона, удалить Сталина и его команду из ЦК. И кроме того, отделить профсоюзы от государства. Группа Смирнова, вот это, пожалуйста, запишите. Группа Смирнова в последний раз в истории правления Сталина решила вынести спорные вопросы хозяйственного и политического курса на суд рабочих и крестьян. Это были такие романтики-идеалисты, они считали, сейчас они обратятся к рабочим и крестьянам, и пусть рабочие и крестьяне их со Сталиным рассудят. Группа Смирнова в последний раз в истории правления Сталина решила вынести спорные вопросы хозяйственного и политического курса на суд рабочих и крестьян. Но сделать это можно было только нелегально, путем подпольной работы. И здесь они входили в противоречие с советской системой. Получается, они работают против системы. В конце 1932 года ОГПУ раскрыл группу Смирнова. В начале 1933 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК заклеймил их как разложившихся и переродившихся людей и осудил за антисоветскую агитацию. Эйсмонта и Толмачева исключили из партии, а Смирнова предупредили, что он тоже будет исключен, но он был просто очень авторитетный старый большевик. Он будет исключен, если не заслужит правильным поведением, доверия народа и партии. В 1930 году ОГПУ раскрыла деятельность группы украинских коммунистов, которых обвинили в национал-уклонизме. Они действительно были украинскими националистами, и лидер группы не стал дожидаться, пока его арестуют, Скрипник, он застрелился. Самый серьезный вызов Сталину бросила команда под руководством Рютина. Рютин создал союз марксистов-ленинцев. Когда-то Рютин был секретарем Краснопресненского райкома ВКПБ, выступал против Троцкого на стороне Сталина. Однако в начале 30-х годов он разочаровался в Сталине. Он был противником коллективизации в том виде, в каком она проводилась. И он написал такой основополагающий документ группы, которая называлась «Сталин и кризис пролетарской диктатуры». «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» и обращение ко всем членам ВКПБ. Главная идея Рютина была проста. Без устранения Сталина невозможно оздоровление государства и партии. Но ОГПУ уже в сентябре, они только в августе конституировались, а в сентябре их всех уже повязали, их всех арестовали. ОГПУ работало очень, сказать, четко. И поскольку главный удар Рютина был направлен против личности Сталина, Сталин пришел в бешенство и потребовал смертной казни для Рютина. Однако члены Политбюро не согласились. Они считали, что кровь партноменклатуры проливать нельзя, это ни в коем случае делать нельзя. Это было первое поражение Сталина от его же собственного Политбюро. Осужденные внесудебным органом коллегии ОГПУ, это внесудебный орган, рютинцы получили разные сроки. Рютин получил 10 лет. В 1937 году он подал апелляцию. Апелляцию рассмотрели и приговорили к расстрелу.
То есть лучше бы он не подавал, хотя, скорее всего, и так бы его расстреляли бы. Значит, отметьте себе, пожалуйста, начиная с дела Рютина, политические противники Сталина начали приравниваться к контрреволюционерам. 4 оппозиции группы показали сталинской команде, что вопрос «кто кого», партия, партаппарат Сталина или его противники не решен. Поэтому в декабре 1932 года Политбюро принимает решение о новой партийной чистке. К чистке, это отметьте себе, пожалуйста, к чистке, которая развернулась в 1933 году, впервые в широком масштабе были привлечены сотрудники ОГПУ. Исключение из партии, то есть человек приходит, ему говорят: нет, назад не получишь партбилет, у тебя такие-то, такие-то прегрешения. И это очень часто сопровождалось арестом и внесудебным осуждением. Запишите, пожалуйста, цифры. Во время 4-й генеральной чистки 1933 года было вычищено 35–40% коммунистов. Здесь отметьте себе, пожалуйста, первая чистка была в 1925 году. Это чистили вузовские и учрежденческие ячейки. Вторая чистка, 1926 год, чистка деревенских парторганизаций. Третья генеральная чистка 29–30 года. Четвертая чистка, это 1933 год. Пятая генеральная чистка 1935–1936 года. И, например, наконец, шестая это чистка 1936–1938 года. Значит, что стояло за этими чистками? 2 процесса. С одной стороны шла политическая борьба наверху, а с другой стороны карьеристы решали свои проблемы. Потому что если кого-то вычищали, молодые карьеристы занимали это место. То есть чистки – это была форма карьерной борьбы. Но только если в 50-е, 60-е годы это делалось уже в какой-то такой простой форме, подсидок, иногда доносов, наушничество начальству. Здесь очень простая вещь. Раз пересмотр, достоин человек быть в партии или нет, значит, давайте используем это для решения проблемы. Причем люди, которые проходили чистку, они заполняли огромный, совершенно, так сказать, такую простыню, отвечая на вопросы, и потом каждого скрупулезно проверяли. Ну, например, был вопрос: колебались ли вы? И я уже, по-моему, рассказывал, какой-то остроумный человек написал, и это стало потом традиционным, колебался вместе с курсом партии. Значит, в 1934 году состоялся 17-й съезд ВКПБ, который увенчал чистку. Его называют съездом победителей, то есть те, кто прошел чистку. Будучи съездом-триумфом Сталина, 17-й съезд в то же время был последним съездом, когда старые большевики попытались что-то противопоставить Сталину. Точнее, вместо старых большевиков нужно написать очень простую формулировку – региональные бароны. Региональные бароны, в кавычках, естественно, они понимали, что дальнейшее развитие жесткого контроля ограничит их полномочия. Поэтому такие люди, как Варейкис и Шабалдаев, обратились к Кирову, очень популярному человеку, с предложением баллотироваться на пост секретаря ЦК. То есть пост генсека упразднить, Сталина переместить на должность председателя Совнаркома, как когда-то был Ленин, а ввести просто пост нескольких секретарей, но главным из них должен быть Киров. Дело в том, что Киров был личным другом Сталина, и он понимал, откуда дует ветер, он не хотел участвовать в интриге, и он сообщил о предложении Сталину. Голосование было поставлено под контроль ОГПУ, но даже в этой ситуации против Сталина было подано очень много голосов. И именно в этой ситуации Сталин сказал знаменитую фразу: «Важно не как проголосуют, а важно, кто будет считать». Бюллетени против Сталина были изъяты, и 17-й съезд стал полным и окончательным, запишите это себе, пожалуйста, политическим поражением Ленинской гвардии, которая попыталась отодвинуть Сталина, потому что они понимали, что курс Сталина и сохранение Ленинской гвардии несовместим. Ленинская гвардия – это те люди,
которые выдвинулись во время гражданской войны, которые считали, что как региональные начальники, они просто, так сказать, местные царьки, местные князьки, и они могут делать, что хотят. Они понимали, что эта ситуация их отодвигает. При этом очень интересно, в докладе Сталин, не называя имен, он сказал очень важную вещь, что нужно изгнать из партии лиц с заслугами в прошлом, которые переродились в вельмож. То есть те люди, которые стали региональными баронами и считали, что они могут делать все, что угодно. С другой стороны, Сталин считал, что партия должна избавиться от честных болтунов, не способных руководить в новых условиях. То есть это те люди, которые прошли школу гражданской войны, были разрушителями, но не могли созидать. Еще одна вещь, которая была ликвидирована. Значит, была ликвидирована Центральная контрольная комиссия. Это был партийный суд. То есть был Центральный комитет партии, ЦК, и был ЦКК, Центральная контрольная комиссия. То есть Центральную контрольную комиссию можно было пожаловаться на ЦК, на Сталина. На 17-м съезде ее отменили и создали комиссию партийного контроля. Вообще ее полное название «Комиссия партийного контроля и контрразведки». Это была еще и партийная контрразведка, вдобавок ко всему. Но статус ее был ниже, чем ЦКК. 17-й съезд упразднил должность генерального секретаря, и был избран секретариат в составе Жданова, Кагановича, Кирова и Сталина. То есть 4 секретаря. Все же должность генсека была упразднена, и возникли 4 секретаря. Хотя 17-й съезд был победой Сталина, Сталин не доверял его участникам. Он понимал, что его противники затихли только на время. И он понимал, что будут наноситься удары. И первый же удар был нанесен 1 декабря 1934 года. В Ленинграде был убит Киров. Сталин тут же выехал в Ленинград, чтобы на месте разобраться. И вина, моральная вина за убийство, была возложена на Зиновьева и Каменева. Зиновьев и Каменев признали свою моральную ответственность за убийство и получили, соответственно, 10 и 5 лет. Но не смертную казнь. 10 и 5 лет – это то, о чем я вам рассказывал. Это возвращение денег со счетов в швейцарских банках. Как только совершилось вот это убийство Кирова, Сталин сменил у себя охрану. Вместо людей Егоды его стали охранять терские казаки. Терские казаки ненавидели команду Егоды, потому что люди из команды Егоды это были те самые люди, которые устраивали во время гражды расказачивания. Среди них было много евреев, как и сам Егода. И Сталин поменял охрану. Он поставил около себя терских казаков. Это означает, он понимал, откуда дует ветер. Летом 1935 года возникло кремлевское дело. Целый ряд сотрудников кремлевского аппарата обвинили в подготовке теракта против Сталина. Сталин не доверял вот этим ОГПУ во главе с Егодой. И весной-летом 1935 года Сталин начал выдвигать Николая Ивановича Ежова в качестве человека, который сменит Егоду. Сталина не устраивало, что Егода, исходя из своих ведомственных интересов, не спешит расширять круг репрессий по отношению к региональным баронам, которые действительно создавали проблемы для Сталина. 25 сентября 1936 года Сталин и Жданов, отдыхавшие на юге, отбили телеграмму в центр, в Москву, о том, что Егода и его ОГПУ запоздали на 4 года в борьбе против троцкистско-зиновьевского блока. Егода был переведен в наркомы связи и вскоре арестован и расстрелян. Новым наркомом внутренних дел стал Николай Иванович Ежов. Это был партийный функционер, которого бросили на решение проблем страны. Прежде всего, он должен был провести чистку в репрессивных органах.
Одновременно с новым витком репрессий в стране в декабре 1936 года была принята новая конституция, объявленная Конституцией победившего социализма. Политической основой Советского Союза провозглашались Советы депутатов трудящихся, экономической, социалистическая собственность на средства производства. Выборы стали общими, равными при тайном голосовании. Была отменена распространявшееся на 10% населения поражение в правах. СССР объявлялся социалистическим государством рабочих и крестьян. И вот по поводу Конституции развернулась очень серьезная борьба. Конституцию готовил Бухарин. Сталин прекрасно понимал, что у его режима, вообще у советского режима, очень слабая социальная база. Ее нужно расширить. Но на пути расширения социальной базы стояли региональные бароны, герои гражданской войны, которые считали, что они, так сказать, вольны делать все, что они хотят. И Сталин решил ввести в Конституцию пункт об альтернативных выборах. И вот здесь вот его собственное политбюро нанесло ему поражение. Сталин проиграл 3 голосами против 7 или 8. Ему было сказано: нельзя проводить альтернативные выборы. Народ выберет контру детей помещиков, капиталистов, белогвардейцев. Этого делать ни в коем случае нельзя. И Сталину пришлось отступить, потому что если бы он продолжал продавливать, как он сам потом сказал Молотову, мы с тобой окажемся в подвалах Лубянки, потому что если тебе говорят, что твое предложение может привести к власти тех, кто хочет реставрировать самодержавие и капиталистический строй, ты не можешь давить. И Сталин отступил. Но региональные бароны не удовлетворились этим. Они понимали, что Сталин будет продавливать эту линию альтернативных выборов. И они решили творчески подойти к проблеме. Они решили нанести удар по тем группам социальным, из которых могли прийти вот эти самые альтернативы. К Сталину явилась группа лиц во главе с Постышевым и Эйхе, которая фактически потребовала от него разрешения провести репрессии на региональном уровне против потенциально опасных социальных элементов. Таким образом, эти люди полагали, что они решают навсегда проблему тех, кто может составить альтернативу им. И Сталину ничего не оставалось сделать, как уступить, потому что он ничего не мог с этим поделать. И на местах начались репрессии, которые развернули такие люди, как Хрущев, Эйхе, Постышев. Единственное, что мог сделать Сталин, это притормозить этот процесс. Например, осталась его резолюция на письме Хрущева. Хрущев пишет: товарищ Сталин, просим разрешить дополнительно изъятие, расстрел 8 тысяч людей. Сталин написал: уймись, дурак. И зачеркнул цифру 8 тысяч, написал 3 тысячи. Очень часто говорят, что на многих бумагах написано резолюция Сталина «расстрелять». То есть, что это он приказал расстрелять. Это неправда. Дело вот в чем. К Сталину, Молотову и другим руководителям высшего уровня приходили на утверждение уже решения, которые принимались на местах. Например, принято решение на местах расстрелять. И Сталин мог подписать, расстрелять или не расстрелять. Я повторяю, Сталин в 1936-1937 году не был в таком положении, в котором он мог вступить в борьбу с большей частью партийного руководства. Он нашел свой ответ. Логика была такова: вы хотите репрессий? Очень хорошо. Но эти репрессии затянут и вас в воронку. И на вот эти массовые репрессии, которые организовали люди типа Хрущева, Постышева, Эйхе, он ответил ударом репрессии по верхам. Он ответил ежовщиной. Собственно, Ежов и занялся террором против верхушки. Значит, одним из первых процессов по верхушке началось все с таких людей, как Пятаков, Сокольников, Радок. Это январь 1937 года, процесс по делу о параллельном антисоветском троцкистском центре. Затем в мае-июне 1937 года были арестованы видные военачальники Тухачевский, Якир и Убаревич. И вот здесь очень интересная ситуация. Мы до сих пор не знаем, был ли заговор военных и как все это было. Наиболее вероятная версия заключается в следующем. Сначала заговор носил фиктивный характер, чтобы выявить реальных руководителей
реальных заговорщиков. Здесь ОГПУ пошло по пути операции «Трест» 26 года. Кто знает, что это за операция была? Операция «Трест». Есть, кстати, замечательный советский многосерийный фильм «Операция Трест». Значит, что было сделано? Чекисты создали в середине 20-х годов фиктивную операцию, фиктивную организацию монархистов, которая якобы готовила свержение советской власти. Это называлась операция «Трест». Потом была операция «Трест-2» и «Трест-3». Значит, для чего это создавалась организация? Для того, чтобы выявить организации белогвардейцев на Западе, потихонечку их сюда втянуть в страну, здесь их арестовать. Вот, по-видимому, то есть мне эта версия представляется наиболее вероятной. Значит, сначала заговор военных был совершенно фиктивным, но создается впечатление, что военные во главе с Тухачевским, они вошли во вкус, и они действительно решили попробовать, а не реализовать ли нам свержение товарища Сталина. Кстати, в это же время генералы в Третьем Рейхе готовили свержение Гитлера, а известно очень хорошо, что у Тухачевского были очень серьезные отношения с немецкими генералами. По той версии, которую я знаю, Сталин упредил заговор военных буквально 2 неделями. И процесс по делу антисоветской троцкистской организации в Красной армии завершился их осуждением, расстрелом, и после этого начался разгром руководства Красной армии и наркомата иностранных дел. Во многих советских учебниках уже после хрущевского времени были написаны цифры, какое количество военных было репрессировано, и что Гитлер, узнав об этом, понял, что в Красной армии, так сказать, нет командиров и можно начинать военные действия. Это обычная, так сказать, деза. Дело в том, что если внимательно посмотреть на то количество военных, которые убыли из Красной армии в 1937-1939 годах, я подчеркиваю, убыли, они далеко не все были репрессированы. Кто-то ушел на пенсию, кто-то был уволен, кто-то уволился из армии, но их всех чохом представляют как репрессированных. Кроме того, 25% репрессированных вернулись во времена Бериевской оттепели. И иными словами, то есть вот это вот разговор о том, что Сталин обезглавил руководство Красной армии, это, так сказать, классический антисталинский фейк, который очень легко побивается. Я вам очень рекомендую посмотреть пятитомник Мартиросяна, называется «Мифы о Сталине», где он разбирает, по-моему, 200 мифов. 200 мифов о Сталине, где он с цифрами разбирает каждый миф. То есть разгром Красной армии там, и так далее. Это очень сильная работа. Мартиросян. И у него есть двухтомник, это пятитомник о Сталине. Двухтомник называется, по-моему, «100 мифов о Берии», где он тоже разбирает вот эти все дурацкие, так сказать, мифы, сказать, ну, глупо сконструированные мифы об этих людях. В марте 1938 года проходит процесс по делу право-троцкистского блока. Здесь Бухарин, Рыков, Ягода. И это был последний крупный процесс периода Ежовщины. Сталин был недоволен Ежовым. Дело в том, что Ежов, уверовав в том, что он гигант, он начал потихонечку собирать досье и на представителей сталинского руководства. И в самом НКВД Ежовском Сталин почувствовал серьезную угрозу. Кроме того, верные ему люди, сказать, работали и в органах и говорили о том, что против него там зреют несколько серьезных заговоров, и Ежов этим не занимается. Ежов был сильно пьющий человек. Кроме того, он страдал. Такая была формулировка в 30-е годы, потому что тогда гомосексуализм считался болезнью, его даже в Германию отправляли лечиться от гомосексуализма. Ну, то есть он был, точнее, не гомо, он был бисексуал, но лечиться его отправляли в Германию. И он был тяжело пьющий человек. В ноябре 1938 года НКВД предписывалось навести порядок. Ежов все понял, написал заявление об отставке, был переведен на должность наркома водного транспорта и вскоре расстрелян по стандартному обвинению в создании контрреволюционной организации. На место Ежова пришел Берия, пришел как ограничитель репрессий, как борец с перегибами. При нем было выпущено 25% арестованных. И ограничение репрессий совпало
с увеличением зарплаты секретарям обкомов, крайкомов и горкомов. Все это должно было вселить уверенность. То есть все, репрессии окончены, следствие окончено, забудьте, и теперь добавок ко всему увеличивается жалование секретарям райкомов, обкомов, крайкомов. Все это должно было вселить в них уверенность. Запишите, пожалуйста, это последнее у нас на сегодня. Март 1939 года состоялся 18-й съезд ВКПБ. Он подвел итоги борьбы за власть в 30-е годы и зафиксировал, что властная элита в СССР изменилась. Запишите, пожалуйста. С января 1934 по март 1939 года на руководящие посты было выдвинуто 500 тысяч новых работников. 50% секретарей обкомов, крайкомов и национальных компартий составили люди от 31 до 35 лет. Эти люди уже не будут подвергаться репрессиям. Это люди типа Брежнева, то есть это молодые люди, которые потом старели вместе с советским строем и в 70-е годы превратились в геронтократию. По партийному стажу, запишите, пожалуйста, по партийному стажу среди руководящих работников 80% составляли коммунисты, вступившие в партию после 23 года. То есть для них партия была, это Сталин. 20% из них пришли в партию после 28 года. То есть для них Сталин это был вообще просто все. Таким образом, и это, пожалуйста, тоже запишите и подчеркните, в руководстве партии к началу 1939 года произошло полное перераспределение власти из рук Ленинской гвардии в руки сталинских выдвиженцев. Как это ни парадоксально, Сталин большую часть своей жизни боролся против коммунистической партии. Это звучит парадоксально, но это так. Он пытался ограничить власть партии. Например, в апреле 1937 года Сталин провел решение о создании в Политбюро узкой группы Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Ежов. И им давалось право в обход остальных членов Политбюро решать вопросы. То есть, по сути дела, он не то что упразднял партию, он оставлял ее в офсайде. Он использовал опричный принцип в решении проблемы партии. Уже в конце 30-х годов у Сталина возникла идея отодвинуть партию, оставить за ней решение таких вопросов, как идеология, пропаганда и подготовка кадров, а реальную власть перенести в наркоматы. Война не позволила ему это сделать. Он вернулся к этой идее в 1951-1952 годах, но не успел это сделать. Это же пытался сделать Берия, но тоже не успел, его убили. Но то, что, повторяю, парадоксально, но факт. Сталин боролся не только с Ленинской гвардией, он пытался ограничить власть коммунистической партии, создавая свои структуры или используя одни структуры партийные против других. Он активно пользовался опричным принципом. Он не создал свою опричнину, как Иван Грозный или Петр I в виде гвардии Петра, но он активно использовал опричный принцип. И вот в 1939 году 18-й съезд ВКПБ зафиксировал победу Сталина, а следующий съезд соберется только в 1952 году. Сталин не собрал его ни в 1941 году, война началась, ни в 1945 после окончания. Он собрал его в 1952 году под давлением своих оппонентов, которым он попытался нанести удар и нанес удар. Но они нанесли свой удар в 1953 году. И 5 марта было объявлено о смерти Сталина.